Приветствую в третьей части видео, посвященной ремонту радиостанции Midland Talent 100 Plus на выводных компонентах. В предыдущих сериях я восстановил это радио на прием, заменил все неисправные компоненты, отстроил все контура в приемной части, ну и теперь пришло время заняться передачей. Когда я покупал эту радиостанцию, продавец сказал, что работает только передача и мощность составляет чуть более 2 Вт. В чем мы только что убедились, правда была мощность ниже 2 Вт, возможно потому, что я питал от 12 вольт, а он от 13,8. Итак, что же я буду делать? Я думаю, первым делом надо взять осциллограф и посмотреть на эквиваленте нагрузки, какая форма сигнала, вообще что там происходит. И дальше уже по каскадам пройтись, посмотреть, где теряется эта мощность. И перед тем, как идти за осциллографом, давайте снова рассмотрим принципиальную схему радиостанции, а точнее тех блоков, которые отвечают за передачу. Итак, рабочая частота у нас задается синтезатором на микросхеме LC7185. Сигнал с буферного каскада на транзисторе Q22, это эмиттерный повторитель, поступает в режиме приема, как мы уже видели, через вот эту цепочку RC на первый смеситель, и через конденсатор C97 на транзистор Q23, на котором собран удвоитель частоты. Зачем здесь удвоитель частоты? Дело в том, что если посмотреть в даташит на микросхему, выяснится, что гун в режиме передачи работает на частоте где-то 13,5-13,6 МГц, то есть в 2 раза ниже, чем наши рабочие частоты 27 МГц. Соответственно, нам надо удвоить частоту. Для этого транзистор Q23 вводится в нелинейный режим. Скорее всего, он здесь приоткрывается только верхушками синусоиды, которая поступает с синтезатора. И на коллекторе возникает множество гармоник. И нам надо выделить вторую гармонику. Для этого здесь вот как раз вот этот вот двухконтурный фильтр на контурах T8, T9 и конденсатор связи между ними C102. Вот этот фильтр должен выделять весь диапазон от первого канала до 40. Далее сигнал поступает на транзистор Q24, это, видимо, какой-то предрайвер. Далее на Q25, это уже драйвер. И Q26, это транзистор выходного каскада. Как здесь распределяется питание у транзисторов? Питание на транзистор Q23 поступает с транзистора Q16 PNP транзистора, который открывается при нажатии на тангенту. И этот транзистор коммутирует напряжение с параметрического вот этого стабилизатора, собранного на транзисторе Q15. Загорается светодиод TX, как мы уже смотрели в предыдущем видео. И поступает питание на коллектор транзистора Q23. На транзистор Q24 поступает напрямую с питающих клемм радиостанции. Это вот эта вот розовая линия. То есть через вот этот контур на коллектор. А транзисторы уже выходом запитываются, опять же, через вот эту розовую линию, но через резистор R152 2,7 Ома 2 Вт в режиме частотной модуляции и в режиме амплитудной через вот этот вот кусочек вот этого звукового трансформатора. Итак, значит, как же у нас происходит модуляция? Давайте рассмотрим. Звук с микрофона у нас поступает на микрофонный усилитель. Это вот вторая половинка микросхемы IC2 операционника. И далее усиливается усилителем низкой частоты микросхема TDA2003 и поступает в точку H. Точка H – это вот H' ответной частью, то есть сигнал приходит вот сюда. Эта схема делает так, что у нас на варикапе D25 меняется напряжение в зависимости от изменения частоты в микрофоне. И, собственно, варикап подстраивает у нас гун, и мы имеем изменение уже несущей частоты. А далее она просто усиливается и поступает в антенну. При выборе амплитудной модуляции у нас модулируется питание транзисторов Q25 и Q26. Как видим, вот с клеммы плюсовое питание через дроссель поступает на вот эту часть обмотки трансформатора.
И сюда же, в эту же точку, поступает выход звука с усилителя низкой частоты. Соответственно, вот этот усилитель то просаживает питание, то чуть приподнимает. И на коллекторах транзисторов у нас также в такт изменяется питающее напряжение. И на выходе мы имеем амплитудно модулированный сигнал. Что же тут может не работать? Ну, во-первых, мне кажется, что раз у нас во входных цепях все контура были расстроены, пришлось их заново отстраивать, то не исключено, что та же самая история и в передатчике. Возможно, расстроены вот этот вот фильтр. Это легко, кстати, проверить. Можно переключиться на первый канал, выйти на передачу в ЧМ, на 40-й канал выйти на передачу и посмотреть, будет ли меняться мощность. Если будет меняться, значит этот фильтр не отстроен. Может быть, этот расстроен. Может, кто-то их крутил, но вроде с виду не видно. Вот еще два подстроечных тоже есть. ФНЧ я откидываю. Здесь, во-первых, нет подстроечных элементов. Во-вторых, ну, видно, что там толстый провод, все там на заводе подстраивалось, изгибалось, не видно, чтобы кто-то лазил. Так что, скорее всего, где-то в этих контурах. Я думаю, вот в этом фильтре или в этом. Ну и да, еще пару слов тогда про вот эту вот часть схемы. Как видим, что у нас звуковой сигнал также еще и через трансформатор поступает на вот эту схему. Здесь какой-то детектор. Судя по всему, это схема автоматической регулировки усиления в микрофонном усилителе. То есть для того, чтобы не перегружался микрофонный усилитель. Я тут внимательно не разбирался, но она сейчас нас не интересует. Нам интересна вот эта часть, куда пропадает мощность. Ну и, собственно, теперь можно идти за осциллографом и уже конкретно смотреть в конкретных местах схемы. Разобрал радиостанцию, и тут же меня ждал первый сюрприз. В выходном каскаде вместо транзистора KTC2075A установлен транзистор 2SC2078. То есть транзистор уже менялся, установлен не оригинальный, ну и это транзистор с немножечко другими характеристиками. Ну, в принципе, их ставят все бишки. Ладно, посмотрим. Итак, что еще я обнаружил? В инструкции к подобной радиостанции, только на SMD-компонентах указано, что питание у нее должно быть от 13,2 вольта плюс-минус 10%. Ну и в режиме передачи, в режиме ЧМ, при 4 ваттах потребляемый ток должен составлять 1300 мА. Итак, подключил я радио к прибору, к тюнеру, к АТУ-100, нагрузил выход на эквивалент нагрузки. В принципе, это мой самодельный эквивалент нагрузки. У него на 27 МГц КСВ где-то 1,06, то есть достаточно хороший. Подключил к нагрузке осциллограф. Ну и давайте посмотрим, какую же мощность он сейчас выдаст при 13,3 вольта. Выхожу на передачу на первом канале. И видим, что прибор показывает 2,6 Вт, а на осциллографе среднеквадратическое напряжение 11,8-11,9 вольта. Давайте я переключусь на 40-й канал. Так, переключился на 40-й канал. Теперь мощность упала до 1,9 Вт. Ну и РМС 11,1 вольта. А потребляемый ток всего лишь 600 мА показывает блок питания. Ну, совсем не 1300. Окей. Теперь по поводу измерений. Естественно, измерять таким образом нельзя. Частота 27 МГц достаточно высокая. И вот такой вот проводочек земляной дает очень большую уже индуктивность, создает. Ну и, соответственно, дополнительно рассогласовывает нагрузку. Плюс ее рассогласовывает и сам щуп, там сколько там, 15-18 пикофарад. Так что, в принципе, где-то КСВ составит 1,15, 1,16. Ну, лучше у меня ничего нету, к сожалению. Ну, и я думаю, стоит исключить отсюда все-таки прибор АТУ-100. На нем тоже какое-то падение происходит. В кабеле происходит, в коннекторах и так далее. И измерить непосредственно уже на выходе самого прибора. Но в данном случае сейчас нельзя измерять в середине линии, необходимо и нагрузку сюда перенести, ну и отказаться от вот этого проводочка,
и использовать комплектную пружинку, которая идет к щупам, и, соответственно, ей уже становиться на массу. Вот. Кстати, осциллограф имеет полосу пропускания всего 50 МГц. Это значит, что при 50 МГц будет уже затухание около 3 дБ. Так что на 27 МГц, скорее всего, тоже уже небольшое будет затухание. Но более точного прибора у меня все равно измерить мощность нету. Да и она такая точная, в принципе, и не нужна. Мы видим, что все равно мощность достаточно маленькая, не соответствует 4 Ваттам. Но, тем не менее, надо исключить все вот эти дополнительные элементы и попробовать измерить именно на нагрузке, подключенной к выходу радиостанции. Так что иду за пружинкой и возвращаемся. Избавился от лишних компонентов, которые могли давать дополнительное затухание. Поставил пружинку. Ну и давайте посмотрим, что будет на выходе передатчика. Кстати, выставлен, первый канал, частотная модуляция. Итак, ой, как тут неудобно, но что поделать. Итак, переходим на передачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, только что я или перемкнул выход или что-то такое. И у меня ток подпрыгнул до как раз 1300 мА. Но это, походу, при высоком КСВ или при работе с отключенной нагрузкой, видимо, максимальный ток. Так, надо поосторожнее здесь быть. Вот, смотрим, среднеквадратическое. Напряжение 12,7 вольта. Ну, это где-то 3,2 ватта. Да это, в принципе, почти нормально. А на 40-м канале давайте глянем еще. Так, перешел на передачу и становлюсь щупом. А на 40-м 12,1 вольт. Ну, поменьше амплитуда. Падает мощность с повышением частоты. Может быть, это так и задумано было. Ну, например, плохо подавлялись высшие гармоники и решили сделать такой завал АЧХ. Хотя я, конечно, сомневаюсь, скорее всего, просто расстроились контура. Кстати, вот эти вот контура, которые отвечают именно за выделение второй гармоники в умножитель, они вот залиты воском. Возможно, они подрастроились, возможно, еще какие-то. Вообще, что я думаю делать? Так как у меня цель не столько отремонтировать радио, сколько разобраться, как оно работает во всех узлах, ну и мной движет такой интерес, я думаю, что стоит взять сейчас, отключить синтезатор самой радиостанции и подключиться к буферному каскаду, который на выходе синтезатора, подключить генератор, свип-генератор и развернуть АЧХ на осциллографе. И уже тогда настроить все вот эти контура. Да, я не смогу проконтролировать высшие гармоники, к сожалению. Осциллограф не позволит это сделать. Здесь небольшой динамический диапазон. Ну и плюс сам FFT в этом осциллографе очень такой игрушечный. Так что, возможно, не так будут подавляться. Это, конечно, плохо. Но я думаю, что все будет хорошо. И стоит попробовать покрутить все контура. По крайней мере, это интересно. Ну, как минимум, контура между каскадами и вот в умножителе выровнять АЧХ. Возможно, низкий сигнал приходит с самого синтезатора. Из-за этого он не раскачивает транзистор выходной до 4 Вт. Возможно, в этом дело. То есть придется крутить еще и контур в синтезаторе. Возможно, просто контура расстроены в цепи, согласующие между каскадами. Тоже такое может быть. Так что надо будет измерить, значит, амплитуду сигнала на выходе с синтезатора на входе в буферный каскад и такой же уровень сигнала подать уже с генератора. Ну, давайте этим сейчас и займусь. А перед тем, как исследовать АЧХ передатчика, давайте еще немного поговорим об измерениях, об их точности и как правильно интерпретировать полученные данные. Для цифровых осциллографов существует два фундаментальных правила. Первое правило относится к исследованию цифровых сигналов, и звучит оно так, что полоса пропускания осциллографа должна быть минимум в 5 раз выше частоты исследуемого сигнала. Почему именно так? Ну, дело в том, что в цифровых сигналах используются в основном сигналы
прямоугольной формы, с резкими фронтами. И, соответственно, как известно, меандр состоит из бесконечного множества нечетных гармоник, и необходимо, чтобы в полосу пропускания, то есть практически без затухания, попадали первая, третья, пятая гармоника. Естественно, что более высшие тоже попадут, и форму более прямоугольную сделают, но для хоть каких-то вот измерений с определенной точностью необходимо, чтобы попадало до пятой гармоники. Для аналоговых сигналов существует другое правило. Ну, аналоговые я имею в виду вот такие гармонические сигналы, как в той же Сибишке. И звучит оно следующим образом, что полоса пропускания осциллографа должна быть минимум в 3 раза выше частоты следуемого сигнала. Почему именно в 3 раза выше? Ведь у синусоида нету никаких гармоник, а у осциллографа так вообще вот, например, да, частота дискретизации 1 гигасэмпл в секунду, а согласно теореме Найквиста мы можем восстановить сигнал при частоте дискретизации в 2 раза выше частоты сигнала, то есть сигнал может быть до 500 МГц. Ну, естественно, что осциллограф такой сигнал не покажет, это уже другой вопрос. Но дело здесь не в этом, дело именно в полосе пропускания. Полоса пропускания характеризует амплитудно-частотную характеристику входного аналогового тракта. Ну, может быть, не только его, может быть, еще там программные фильтры, как ухищрение маркетинговое. Но тем не менее. То есть полоса пропускания осциллографа показывает именно АЧХ входного тракта. Ну и как мы понимаем, что 27 МГц это все-таки не в 3 раза меньше, чем 50 МГц. А почему именно в 3 раза выше должна быть? Дело в том, что АЧХ имеет форму гауссовской кривой, и она идет вот так вот. Вначале слабо затухает с повышением частоты, потом увеличивается. И в первой трети вот этой зоны погрешность, ослабление, точнее, составляет там не больше 3% от сигнала, что, в принципе, как бы сопоставимо с затуханием, с погрешностью измерений самого осциллографа, и поэтому эти данные можно считать достаточно достоверными. Ну да, вы скажете, наверное, что для осциллографа данного существует опция программной разблокировки 100 МГц полосы пропускания. И я раньше действительно уже вводил ключик, пробовал разблокировать, смотрел там тоже на прямоугольном сигнале, и никакой разницы тогда мне не заметилось, скажем так. А в этот раз я ввел и сразу же подключился к Сибишке, и, о чудо, на первом канале я уже получил не 12,7 вольт РМС, а 13. Ну, то есть это уже там сколько, 3,44 ватта где-то, да, там. Ну, думаю, так это ж вообще классно, мы уже практически добились того, чего надо. Но затем я запустил селф-тест, вначале прогрел, естественно, там полчаса осциллограф, запустил самокалибровку, перезагрузил и снова получил 12,7 вольт. Я даже расстроился, я даже не стал об этом снимать, показывать. В принципе, я решил более глубоко исследовать этот вопрос. И как видим сейчас на экране здесь 27 МГц такой сигнал прямоугольный, меандр. Откуда он взялся? Я взял прибор NanoVNA, подключил к нему нагрузочный этот эквивалент нагрузки из кучи резисторов и подключился к нему осциллографом. Ну и, соответственно, получил вот такую форму сигнала. Здесь достаточно хорошо видно, что это меандр. Ну и, кстати, в принципе, при повышении частоты все-таки заметно, что фронты сильнее косит при полосе 50 МГц. А при повышении частоты там до 100 МГц измеряемого сигнала видно, что уже сильно амплитуда отличается. Ну, а на 200 там совсем сильно отличается. Так что все-таки действительно, да, разблокировка влияет. Хотя какой-то странный такой подъем амплитуды наблюдается где-то на 125 мегагерцах. Он меня немножко озадачил. Но я вообще надеюсь, что оно никак не повлияло в худшую сторону, и что эти приборы, в принципе, не калибруются специально на заводе для выравнивания АЧХ с помощью программных методов, ну, как вот в том же NanoVNA.
по точкам разным, чтобы потом выровнять АЧХ. Скорее всего, она более-менее ровная. А это лишь маркетинговый трюк и просто программный фильтр меняет ширину полосы. И в данном случае она просто расширилась. По крайней мере, я хочу в это верить. Так что я буду использовать такую разблокированную теперь версию. Возможно, измерения от этого изменятся. Ну и по поводу щупов, я же говорил, что надо использовать делитель 1 к 10. При этом у нас входная емкость получается 10 пикофарад плюс-минус 5 пикофарад. И сопротивление, вообще отличное, никак оно не повлияет. И полосу пропускания. При этом щуп имеет от постоянного напряжения до 150 МГц. Так что не забываем ставить делитель, не забываем использовать пружинку. Я, кстати, при подключении к нанована посмотрел, КСВ даже не получилось, чуть поменьше. Один и где-то там, в общем, не 1,15, а чуть-чуть пониже. Так что даже немножко меньше рассогласовывают. По-хорошему, конечно, лучше бы снять полную АЧХ с помощью генератора качающейся частоты с нормированным выходом. Но где мне его взять в таком диапазоне частот, я не знаю. Так что буду ориентироваться на то, что есть. Ну и на точность измерения мощности еще влияет то, что АЦП здесь 8-битный, достаточно низкое разрешение по вертикали, а у нас еще и программно рассчитывается в РМС. А затем мы еще возводим это дело в квадрат, и погрешность, эту ошибку еще сильнее увеличиваем. Поэтому и мощность, точно измерить у нас не получится. Я думал использовать проходной прибор, вот как SWR221, о котором у меня уже было видео на канале. Но, к сожалению, этот прибор оказался вообще бутафорией, можно так сказать. И мне его еще пришлось калибровать по этой же CB-шке. Так что из самых точных приборов у меня только вот этот. И я буду на него ориентироваться. Ну что ж, похоже, у меня печальные новости. Увидеть АЧХ всего передающего тракта не получится. И тому несколько причин. Я уже здесь за кадром посмотрел и сигналы осциллографом, и интернет полистал. И оказывается, мои идеи изначальные были слишком фантастические. Какая была идея? То есть у нас синтезатор, есть у нас вот этот вот буферный каскад, эмиттерный повторитель на транзисторе Q22, с эмиттера которого у нас сигнал идет на первый смеситель и, соответственно, всю эту передающую часть. И хотел я стать сюда осциллографом, посмотреть амплитуду сигнала, и затем воссоздать ее, то есть или отпаять этот конденсатор, на него подать напрямую, чтобы при нагрузке была такая же амплитуда, или на сам этот буферный каскад. Не все здесь так просто. Я думал, что основная нелинейность возникает на транзисторе Q23, он работает в сильно нелинейном режиме, чтобы можно было выделить вторую гармонику, уже 27 МГц в удвоителе частоты. Но, как выяснилось, нелинейность здесь уже сильно идет с самого синтезатора. Причем она и при приеме была видна в первом видео. А если его перевести радио в режим передачи, оказывается, что эта синусоида, если можно ее так назвать, искажается еще сильнее. Я это все покажу на приборах. Сейчас просто поверьте. То есть такую форму сигнала воссоздать не получится, тем более, что она под нагрузкой должна такую форму давать. Была идея следующее, то же самое проделать уже здесь, то есть вот эту часть отключить, подавать сюда сигнал. Но, как выяснилось, здесь усилитель работает в классе C. Это значит, что транзисторы открываются меньше половины периода. По умолчанию они все закрыты. И вот этот вот резонансный контур еще прикрывает вот эту всю нагрузку. Если у нас частота сильно выходит за пределы рабочего диапазона CB-шного, а так как когда у нас появляется нагрузка, эта нагрузка меняет режим работы и транзистора, а он нагружает вот эти контура, он их тоже меняет, скажем так, их характеристики, расстраивает их, и так далее. Все это тянется в самое начало. И
Смысл в том, что если именно использовать генератор качающейся частоты, то будет, ну, неверная будет характеристика получаться, если мы будем снимать на выходе, на эквиваленте нагрузки, так как при стационарной частоте, не изменяющейся, нагрузка здесь более-менее усредняется, и можно эти контура настраивать, а так она будет чихать слишком искажена. Так что, к сожалению, придется воспользоваться обычным методом. Он состоит в том, что настраивать все контура слева направо. На 20 канале будем настраивать по максимуму сигнала. Я думаю, что раз уже взялись, то надо расковыривать этот воск и настраивать и вот эти вот контура, которые Т8, Т9 в удвоителе, ну и дальше все остальные. Настраивать будем на 20 канале вначале по максимуму, затем АЧХ проверяется на первом 40 канале, чтобы симметричное было затухание. Опять же подстраивается вот этими контурами исключительно. Далее подстраивается уже снова вот этот контур. Ну и по очереди каждый из них. Возможно, не одна итерация пройдет для того, чтобы настроить весь тракт. Но смысл в том, чтобы у нас было в середине диапазона максимальная частота, ну и к краям, то есть к первому 40 каналу, она там более-менее симметрично опускалась. Ну и затем уже, конечно, проверить по каждому каналу равномерность АЧХ, как я это делал, собственно, в приемном тракте. Ну что ж, давайте приступим к этому. Ну и для начала я покажу, что же здесь у нас все-таки происходит с сигналом. И так как добраться до этой точки было тяжело, то есть найти, где она находится, вот эта вся часть залита воском, пришлось идти от обратного, скажем так, с другой стороны, а именно со стороны первого смесителя, найти резистор R113, ну и затем уже добраться до эмиттера транзистора. Вот он, резистор R113. Далее он уходит под залитую часть воском. Ну и с обратной стороны это выглядит следующим образом. Вот приходит на резистор. Далее за резистором идет конденсатор. И вот эта вот дорожка подключается, собственно, к эмиттеру транзистора Q22. Ну и давайте посмотрим, что же там за сигнал такой. На радиостанции установлен первый канал. Ну и давайте глянем вначале сигнал в режиме приема. Вот такая вот форма сигнала, искаженная синусоидом, видны нелинейности и размах сигнала VPP 1,08 вольта. А теперь переключаемся на 40 канал, и что мы видим? А мы видим, что амплитуда сигнала снизилась, и теперь VPP 1,05-1,04 вольта. В принципе, уровень сигнала нормальный, и то, что к 40 каналу тоже снижается амплитуда, это тоже нормально. В любом ГПД, где мы перестраиваемся конденсатором переменной емкости, при повышении частоты снижается уровень сигнала выходного. Здесь, по сути, в синтезаторе тот же ГПД, просто перестройка ведется с помощью варикапов. Хорошо, возвращаюсь на первый канал и переходим на передачу. Давайте глянем, что будет в режиме передачи. Да что ж такое? Вот такой сигнал в режиме передачи, стал бочкообразный, даже ступенька появилась. Что я могу сказать? Да, здесь уже побольше гармоник, скорее всего, будет. VPP 1,14 вольта. Давайте на 40-м глянем. А на 40-м 1,11, 1,12. Ну и РМС где-то на 10 милливольт. Изменился. Ну, в принципе, я не думаю, что сильно будет меняться мощность выходная. Так что можно теперь переходить к настройке всех контуров всего тракта. И да, я вот эту штуку хотел оставить для следующего видео. Мне подарили такой советский разъем брутальный. Но, похоже, я его уже использую в этом видео и подпаяю переключатель для перехода на передачу. Потому что, пинцетом замыкать это не дело. Особенно, когда это придется делать много раз при настройке контуров. Ну что ж, вроде бы все готово. Почистил я от воска контура, как смог. Надеюсь, не треснут сердечники. Нормально будет вращаться.
Выбран 20 канал, напряжение питания 13,3 вольта. Ну и давайте пробовать. Так, напомню, что первым делом будем настраивать на 20 канале по максимуму сигнала. Выхожу на передачу. Ну и вот у нас где-то 36 вольт. Давайте пробовать. Так, никаких изменений не видно. Или видно? Да нет, не видно. Сильно крутить не хочу. Хорошо, второй. Ну, в принципе, эти контуры нормально, наверное, были настроены. Сейчас, наверное, симметричность добавилась по краям. Ну ладно, давайте вот этот попробуем теперь. Все на месте. И этот. Ну и последний. Да тоже особо не влияет. Очень интересные дела. Ну окей. Так, выключаю передачу. Давайте глянем. Значит, здесь у нас сколько? 36,2. Переходим на первый канал. Так, здесь 37,2, даже больше. Ну, как интересно. Еще от контакта вот этой вот пружинки немножко зависит уровень амплитуды. Как бы так, чтобы хороший контакт был. Передачу смотрим снова. 37 вольт. Может, по РМС будем смотреть. 12,7. На 40 канале 12,2, 12,1. Так. Сейчас попытаемся побольше сделать на 40-м. Так, это скат с другой стороны, видимо, регулирует. Не на первом канале, а здесь вот на 40-м. Чего у нас на первом теперь? 37. Достаточно широкополосный, похоже, получается тут. Хорошо, на 20 канале смотрим, чего там. 36,2, да как и было, в общем-то. Очень это все интересно. Как там практически не влияет настройка контуров. Не так, как на приемном тракте. Там чуть-чуть буквально касаешься, и уже большие изменения. Итак, сейчас первый канал давайте вот здесь вот гляну. Ясно. То есть, в принципе, достаточно широкополосные все эти контура. Тогда, значит, на 20 канале настроить достаточно. И, в принципе, наверное, все. Ну, немножко поднялось. Ну, на 40-м, ну и на 20 канале 12,5. Ну да, заваливает к 40-му. Видите, как интересно, да? Я думал, что будет сильное влияние. Нет, ну резонансы, конечно, есть, но достаточно широкополосные эти все фильтры. Угу. Ну, надеюсь, гармоник не добавилось на выходе. Все-таки фенчи как таковой-то не трогали. Ну что ж, давайте пройдемся просто по каналам. Ну, хотя смысла я особого не вижу. Ну, может быть, будут сильные неравномерности. Итак, первый канал 12,8, второй 12,8, третий 12,8.
Как выяснилось, настраивать особо ничего не надо было, все было. Фильтры достаточно широкополосные, они тут, даже если расстроились, то это не особо видно было. А знаете, мне еще стало интересно подать 13,8 вольт и посмотреть, какая же будет мощность. Итак, первый канал, перехожу на передачу, и здесь 13,8 вольта. Но это 3,8 ватта практически, то есть, да, отличная мощность, нормальная. Почти 4. Ну и на 40-м канале тогда глянем. Здесь 13,2 вольта. Ну, поменьше, поменьше. Хочу попробовать еще один способ более точной настройки контуров. Заключается он в следующем. На радиостанцию подается пониженное питание, переходится на передачу, и настройка контуров становится более острой, потому что транзисторы менее насыщаются. Естественно, в этом тоже есть определенная проблема, то, что меняется, ну, как бы нагрузка следующего каскада на предыдущий. Это тоже расстраивает контура, но при таких широких полосах этих фильтров, ну, я думаю, что это будет меньшим злом, чем, ну, просто настраивать вот так наугад, когда можно плюс-минус там несколько оборотов сердечника делать, и амплитуда практически не меняется. Итак, выставил я 7,5 вольт питания, 20 канал. Ну и давайте пробовать. Перехожу на передачу и начинаем крутить сердечники. Ну вот видно, что она здесь все-таки более острая, как мне кажется. Я думаю, сейчас смысла нету здесь переходить на первый и 40-й канал, так как не так нерабочий это режим. Давайте я сделаю 13,3 вольта. Вот у нас на первом канале 13,3 вольта РМС, а на 40-м 12,6. Ну и значит останавливаемся на том, что есть. Ну и после настройки всех контуров передатчика хорошо бы было оценить степень подавления высшей гармонии сигнала. К сожалению, у меня никакого специализированного оборудования для этого нет, а FFT осциллографа крайне примитивный, работает только по тем точкам, что отображаются на экране. Но я подумал, а в чем проблема захватить много точек, сохранить на флешку и найти какую-нибудь программу, в которой можно посмотреть спектр. Я нашел такую программу, называется Visa Desktop Capture. Здесь прямо открывается waveform файл, сохраненный с осциллографа, и можно выбрать анализатор спектра. Как можно видеть, здесь у нас лес вот этих вот пиков. Это все какие-то гармоники от внутреннего тактового генератора осциллографа. Абсолютно фантомные сигналы, скажем так, они нас не интересуют. Ну и здесь развернута сейчас 500 МГц полоса, потому что частота сэмплирования у нас 1 гигасэмпл в секунду. Я захватил 1,2 миллиона точек. Сейчас вот выбрано горизонтальное разрешение 1 миллион точек. Что это значит? У нас спектр непрерывный, но в цифровой технике мы не можем работать с непрерывными спектрами, и он разбивается на такие вот частотные участки, называемые бинами. И за каждый частотный вот этот участок бин, собственно, отвечает каждый свой маленький пик. Так как в этом участке энергия распределена неравномерно, то используется определенная оконная вот функция, фильтр оконный, как здесь указано, и, соответственно, в зависимости от этой функции будут и разные измерения. Они предназначены, в общем-то, там для разных целей, но я думаю, что здесь нам лучше всего подойдет Блэкман-Харрис. Да, точных измерений я здесь не ожидаю, но тем не менее мы хотя бы сможем приблизительно прикинуть, есть ли достаточное подавление или нет. И вот как можно видеть, когда мы выбираем какой-то сигнал, в данном случае выбрал вот нашу рабочую частоту 26,97 МГц, квадратиками подсвечены сразу высшие гармоники. Здесь есть еще переключатель с dBV на dBm, но, к сожалению, это бутафория, скажем так. Здесь просто смещение всего графика происходит на 4 дБ. Ну и, опять же, здесь какие-то странные значения указаны абсолютно. Интересно то, что сами вот отношения между этими напряжениями, в данном случае VPP,
Они абсолютно верны. Я это проверял в других программах. Да, действительно, вот это соотношение верное, поэтому ему можно верить, всем остальным здесь данным верить не стоит. Итак, мы сейчас, давайте приближу я этот график. Смотрим на основной сигнал. У него мощность, скажем так, ну не мощность, там амплитуда в вольтах 29 и 24 децибела относительно неизвестной, скажем так, базы. Но следующая гармоника у нас идет уже вторая, минус 36 и 64 децибела, что в принципе дает подавление относительно основной частоты 65,88 децибела, что абсолютно вписывается в паспортное значение для данной радиостанции, что подавление высших гармоник не менее 65 децибел. Ну, как можно видеть, следующие еще сильнее подавлены. Также не стоит забывать, что вообще осциллограф 8-битный АЦП имеет, поэтому относиться к этим всем значениям стоит достаточно так с улыбкой, но тем не менее здравое зерно здесь тоже есть. Ну а раз подавление гармоник вкладывается в паспортное значение, давайте послушаем, как звучит это радио в эфире. Радиостанция преподнесла новые сюрпризы, но давайте обо всем по порядку и первым делом послушаем, как же звучит промодулированный сигнал в эфире. Для этого я подпаял электретный микрофон к разъему на передней панели, ну и излучать буду в эквивалентной нагрузке, а принимать на RTL SDR приемник в режиме прямой цифровки. Итак, выбран первый канал, частотная модуляция. Ну и давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5. Алло, алло, алло. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка радиостанции Алан 100+, частотной модуляции. Как можно видеть на спектре, сигнал достаточно симметричный, декодируется. Ну и давайте попробуем перейти в амплитудную модуляцию. Переключаю радиостанцию, переключаю программу, ну и снова перехожу на передачу. 1, 2, 3, 4, 5. Алло, алло, алло. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка радиостанции Алан 100+, в амплитудной модуляции. Ну а тут, как мы видим по спектру, это больше похоже не на амплитудную модуляцию, а на однополосную. Более того, когда я громко алёкаю в микрофон очень близко, то ток почти до 1 ампера возрастает. То есть, ну, не в 2 раза, но от 650 миллиампер до там 800-900 1 ампера. Это, конечно, большое увеличение тока. Ну, как мы видим, да, модуляция искажена. Так что будем с этим сейчас разбираться дальше. И что самое интересное еще я заметил, помните, здесь был конденсатор на разъеме припаян. И когда я осциллографом смотрел сигнал, то был такой момент, когда ток возрос до 1400 мА, ну и сигнал, собственно, пропал полезный. Выяснилось то, что причиной этому был как раз вот этот вот конденсатор. Вообще, здесь должен был стоять конденсатор на 180 пикофарад. Это конденсатор, который идет в фильтре Фенчи. Ну и сюда почему-то запаяли конденсатор на 10 нанофарад. И у него вот этот контакт, который к земляной шине, он был не припаян. И, собственно, когда я подсоединялся здесь щупом, шевелил конденсатор, и конденсатор начинал шунтировать выход передатчика. Дело в том, что на 27 МГц как раз вот 10 нанофарад будет иметь сопротивление, ну, около 0,6 Ома. То есть практически вся мощность уходила в этот конденсатор. Что с этим делать, пока не ясно. Паять сюда конденсатор на 180 пикофарад может быть и не стоит, раз он не контактировал, вот этот конденсатор с разъемом, и настраивали эти ФНЧ. Ну, я надеюсь, что их настраивали на заводе с учетом того, что здесь должен быть конденсатор 180 пик, но настроили без него, то, возможно, его уже сюда ставить и не надо. Ну, хорошо, давайте посмотрим сейчас схему радиостанции, что я уже тут проверил, что поменял, ну и какие мои дальнейшие действия. Времени потрачено было просто уйма, но я таки привел радио в порядок. И что же я сделал? Я взял мобильный телефон, запустил на нем программу генерации тонального сигнала, положил телефон рядом с микрофоном,
Ну и включил, само собой, амплитудную модуляцию, перешел на передачу и начал смотреть вначале, какая форма сигнала на самом микрофоне. Как можно видеть, это не идеальный синус далеко, куча гармоник, тем не менее сигнал не имеет ограничений ни в верхней полуволне, ни в нижней. А если посмотреть питающее напряжение уже, модулирующее на выходном каскаде, то там сигнал достаточно сильно искажен и видно ограничение одной полуволны очень серьезное. Это в принципе неудивительно, так как здесь по сути детектирующий диод. Но я сразу не придал этому значения, а жаль, и начал рассматривать, где же все-таки искажается этот сигнал. Ну и почему-то меня понесло в первую очередь в блок ARU, потому что мне казалось, что, возможно, где-то здесь проблема. Кстати, вот этого диодика не существует в реальной схеме. Это ошибка, схема содержит ошибку, и микросхема TDA-2003 модулирует вот это напряжение не напрямую, как здесь указано на схеме, а через модуляционный автотрансформатор. И снимается это напряжение с верхней точки, отсюда, с отвода. Это, кстати, можно увидеть и на другой схеме Alana 100+, которая не соответствует данной. И там тоже видно, что снимается с вот этого дальнего отвода автотрансформатора питание на выходной каскад и драйвер. Ну и отсюда же поступает на схему ARU. Собственно, и здесь также устроено. Вот этот D11, это единственный диод, и с этой точки поступает питание на транзистор и на ARU. Итак, что же не так с ARU? Точнее, с ним все так, потому что, во-первых, ARU работала и в режиме частотной модуляции, что можно было видеть, что никаких искажений не давало ненужных. Но, тем не менее, меня почему-то сюда потянуло. Я вначале посмотрел, что с транзистором Q12, даже его выпаял, проверил транзистор тестером, все окей. Вот этот конденсатор тоже выпаял, проверил. Транзистор Q13 проверил. Ну и разобрался более-менее, как это работает. Итак, в режиме приема у нас этот транзистор Q13 закрыт. И вот это вот синее питающее напряжение с выхода параметрического вот этого стабилизатора поступает, по сути, через резистор, диод, сразу на базу транзистора Q14, открывает этот транзистор, а транзистор уже просаживает любой сигнал, поступающий с микрофонного входа, прямо на землю. Соответственно, на вход предусилителя не поступает никакого сигнала с микрофона, и поступает только сигнал с регулятора громкости. В режиме же передачи у нас появляется питание вот в этой фиолетовой линии. Соответственно, транзистор открывается и подпирает вот этот вот диодик D14. То есть здесь пропадает у нас питающее напряжение, и транзистор по сути работает без питания. Он открывается только при мощных продетектированных сигналах на базе своей и приоткрывает транзистор Q14 при этом, а он уже немножечко просаживает амплитуду сигнала с микрофона. Так что здесь все идеально работает, никаких проблем нет. И я начал дальше смотреть вот этот сигнал с микрофона, с телефонного генератора. Посмотрел на входе в предусилитель, на выходе, на входе в TDA-2003. Везде форма сигнала повторялась. И на выходе TDA-2003 форма тоже повторялась. А вот уже после конденсатора C49 форма сигнала была искаженной. То есть очевидно, что здесь большая нагрузка была, и она уже искажала эту форму. Что может быть причиной? Ну, возможно, да, высох вот этот конденсатор и не может прокачать большой ток. Я его выпаял, проверил, абсолютно нормальный конденсатор, установил обратно. Но и остается трансформатор, выходит. Ну, а что с ним может быть? Может быть межвитковое замыкание, например. Может. Но тогда, по идее, при межвитковом, и при приеме не должно работать нормально радио, потому что оно тоже через автотрансформатор звук проходит. Но, возможно, там чуть-чуть качает, и не сильно было заметно. Здесь большой ток надо вкачнуть. Может быть. Ну, я его не выпаивал, хотя уже мысли такие были, померить там индуктивность. Я пошел дальше смотреть, что же может грузить
нагружать этот трансформатор, потому что при подаче сигнала с микрофона, тональника вот этого телефонного, ток составлял там около 1,1 ампер, по-моему, или 1,2 ампера. И, соответственно, возможно, здесь что-то не так в высокочастотной части. Например, где-то в утечке конденсатор или еще что-то. И, соответственно, сильно нагружается трансформатор. Я проверил вот этот вот конденсатор, я его даже заменил. 0,022 микрофарада, ничего не помогло. Проверил вот этот конденсатор, начал думать, что тут еще может грузить. В принципе, могут быть транзисторы уже в утечке или деградировали. На замену у меня, естественно, новых транзисторов не было. И я вспомнил, что, я когда вращал вот этот вот контур L6, то никаких изменений не было амплитуды при настройке всего тракта. И я взял, подключил на антенный разъем прибор нано-ВНА и в режиме исследования характеристик S1.1 начал смотреть, в основном КСВ меня интересовало, есть ли какой-то резонанс. И начал вращать вот этот вот сердечник. Вращая сердечник, никаких изменений в принципе не видно было, пока практически полностью не выкрутил его. И когда я уже почти полностью выкрутил, появился видимый резонанс, который КСВ начал улучшаться, и при полностью выкрученном сердечнике он где-то достиг 1,5. То есть налицо явное рассогласование выхода транзистора с нагрузкой. Ну хорошо, тут я как раз вспомнил, что наткнулся в процессе всего этого дела на конденсатор 10 нанофарад вместо 180 пикофарад и решил сюда впаять конденсатор. Но, к сожалению, на 180 пикофарад у меня NP0 конденсатора не нашлось. Нашлось только 2 высоковольтных на 100 пикофарад в корпусе 1206. Я их сюда и установил. Да, 180 это меньше, чем 200, но что поделать. И после этого начал вращать вот этот сердечник, вкручивать обратно, и резонанс, понятно, что резонанс сместился по частоте, потому что здесь добавился конденсатор, но при этом согласование резко улучшилось. Буквально сразу удалось достичь единицы КСВ. Понятно, что с этой стороны так настраивать схему нельзя, но теперь стало видно, что этот сердечник действительно влияет. И я снова подключил на выход эквивалент нагрузки, перешел на передачу и начал смотреть осциллографом уровень сигнала и настраивать вот эту катушку. Эта катушка очень сильно начала влиять, уровень сигнала начал расти, вначале мощность достигла 4 Вт, потом 4,5, 5, 5,5. Мне даже стало страшно, чтобы транзистор не спалить или еще что-то. Ток при этом тоже рос. Это я в частотной модуляции делал. Ну и после того, как я достиг, скажем так, максимальной мощности уже не помню на каком канале, решил посмотреть, как же по диапазону АЧХ. И выяснилось, что на 40-м канале мощность получилась самой большой, а на первом самая маленькая. Причем с достаточно большим различием, там что-то типа 4,5 Вт и 5,5 Вт. Так, естественно, быть не может, так как мы помним, что с синтезатора выходит сигнал, что на 40-м канале он слабее, чем на первом. И я решил перенастроить снова все контура итеративно, то есть по очереди друг за другом, в несколько итераций. И после этого выяснилось, что радиостанция вышла на свой заводской режим, мощность составила 4 Вт, и, собственно, на первом канале она чуть выше, чем на 40-м. Ну, а теперь давайте посмотрим на приборы. Давайте первым делом взглянем, как выглядит амплитудная модуляция. Микрофон я отпаял от кабеля и вместо него припаял конденсатор емкостью 0,1 микрофарада и подключил, собственно, генератор. Буду подавать 1 кГц. Первый канал выставил здесь, это в принципе не важно. Давайте посмотрим. Итак, подаю несущую, включаю модуляцию. И вот он, прекрасная амплитудная модуляция, как в учебнике на картинке. Единственное, что у меня в блоке питания при токе таком просаживается выход
весьма сильно просаживается. Вот. Хотя, ну да, вот сейчас включаю 12,7 вольта. Становится ток 1,22 ампера. Ну, давайте переключусь на частотную модуляцию. В принципе, модулировать смысла нет. И посмотрим, что у нас здесь вот во время передачи. Сейчас вот передача. Так, зафиксировали триггер. Ну и смотрите, какая синусоида красивая. Прямо идеально, нет никаких зазубрин таких вот очевидных. Я думаю, что гармоник быть не должно. Чистая синусоида. Давайте еще по горизонтали немножечко. Ой, да что ж такое. Неудобно тянуться далеко до осциллографа. Ну вот видим, да, что в принципе идеальный синус. Так, и сейчас у меня напряжение не падает так сильно, 13,4 вольта. И это на первом канале. РМС у нас 15,4. И на, соответственно, 40-м канале при таком напряжении РМС 14,5 вольт, 14,4. Ну, в принципе, отлично. Отлично, мне кажется. Что ж теперь? Причина все-таки была в конденсаторе отсутствующем. Теперь радио настроено. В принципе, модуляция, как видно, нормальная. Я снова посмотрел на RTL-SDR, и у меня опять верхняя боковая была занижена. Ну, видно, вот на 6 дБ ниже сигнал. Но, видимо, это уже особенности самого приемника. Такие дела. Сам себя обманул этим приемником, но если бы себя не обманул, то и не поправил бы вот эту выходную мощность. Теперь она действительно соответствует паспортным значениям, и меня это вполне устраивает. Ну и после того, как у нас изменилась схема ФНЧ, давайте еще раз проверим подавление высших гармоник. Вот так это сейчас все выглядит. Ну, в принципе, с виду достаточно красиво. Давайте я все это приближу, и мы посмотрим на конкретные значения. Итак, частота 27,07 МГц, уровень сигнала 31,29 дБ, а у второй гармоники минус 32,86 дБ. Да, чуть меньше 65 получается, теперь где-то 64,15. Но с другой стороны, во-первых, может быть из-за того, что конденсатор не 180 пикушечек, а 200. Тем не менее, в принципе, я думаю, это практически вписывается в 65 дБ. И, собственно, так все можно и оставлять. Ну и давайте подведем итоги. Сегодня мы занимались изучением, ремонтом и настройкой передающей части радиостанции Midland Talent 100+, на выводных компонентах. Изначально радио имело заниженную выходную мощность, ну а потом выяснилось, что также имело проблемы с амплитудной модуляцией. В процессе ремонта мы исследовали схему передатчика данной радиостанции, принцип работы системы АРУ, поговорили о том, как правильно с помощью цифрового осциллографа измерять аналоговые сигналы, ну и как настраивать контура всего передающего тракта. Выяснилось, что радиостанция имела заводской дефект, а именно неверно установленный конденсатор на выходе ФНЧ. Конденсатор должен был иметь емкость 180 пикофарад, а на самом деле имел емкость 10 нанофарад. Ну и от браковки на выходном контроле это радио спасло, видимо, то, что этот конденсатор не имел контакта с массой. Соответственно, если бы он его имел, то выход весь передатчика шунтировался, и радиостанция бы была отбракована. После установки конденсатора правильной емкости и повторной настройки всего передающего тракта восстановилось паспортное значение мощности передатчика, ну и пропали проблемы в амплитудной модуляции. Можете сейчас посмотреть осциллограмму, как она выглядит на выходе модуляционного трансформатора. Нет никаких ограничений сигнала, сигнал чистый и красивый. Единственное, что радиостанция не имеет на питающих проводах ферритовой бусины. Я вот использовал в итоге такую трубочку, потому что иначе блок питания у меня начинал сходить с ума. Более поздние версии Alana 100+, уже имеют ферритовый бинокль.
Также после всей настройки был проверен спектр выходного сигнала, и выяснилось, что он полностью соответствует паспортным значениям, и подавление гармоник не менее 65 дБ. Что теперь делать? Ну, наверное, стоило бы было просто купить гарнитуру новую для данного радио, но она стоит более чем в 2 раза дороже, чем сама радиостанция мне досталась, плюс имеет другой разъем, надо его отрезать, переделывать, ну и в конце концов это же не мой метод и не мой подход, так что следующая серия, надеюсь, будет посвящена тому, как же сюда будем приделывать какую-нибудь интересную тангенту. Ну а на этом все, спасибо за внимание и до новых встреч в новых видео, пока!